Друзья мои, всем добрый вечер. Привет из Одессы. Слушайте, я, перетащила все свои орхидеи, которые тут на северной лоджии, с подоконника подальше вот сюда на сушилку, подальше от окна. Они здесь у меня зимуют. Сейчас уже конец декабря. У нас был период без отопления, вынужденный период. В общем, вот здесь у меня сейчас с открытой дверью где-то 12 градусов. У меня случился трабл. Так, Хлоечка нормально себя чувствует. Триколор в этих температурных условиях. Вроде неплохо. Ну, конечно, не вегетирует, ничего. Стараюсь не поливать лишний раз. Но она у меня тут нормально себя чувствует. Замерла. Здесь тоже отряд стойких оловянных солдатиков. Ну, кто-то даже очень даже неплохо себя чувствует из хой. Переживала за Кэрри сплэш. Ну ничего. Главное сильно не поливать. Можно вообще сейчас не поливать. И все будет хорошо. Но видите, тут бывает даже ниже, чем 10 градусов. Бывает и 8, и 6. Ну вот, две красотки у меня немножко прихватились. На окошке здесь стояли. Я что-то не туда, а было очень по-зимнему ночью. И вот так прихватились. Одна морковочка и вот вторая. Вторая тоже прихватилась, ребята, видите? Не знаю, что из этого выйдет. Мне это не очень нравится, конечно. Но постепенно началось отмирание листьев. В общем, не поливаю никого здесь. Это нормально, зелененькая, хотя рядом вот с этой стояла. Но это что-то досталось больше. Может быть, где-то дуло из окна. Две вот эти тоже нормально. Но вот начинается пожелтение листьев. Я их сейчас не поливаю, хочу, чтобы они заснули. Тащить в тепло не хочу. Хочу вот именно, чтобы они уснули до весны. Ну вот у меня сомнения насчет этой подмороженной. Я думаю, что это я ее подморозила на окошке. Так, ну с морковками вы увидели. Здесь есть малышок. Вот он приехал, этот кустик уже с таким маленьким растущим катасетумом. Видите? Ну бульба вот такая вот. Какая-то совсем неудачная. Ну ладно. В общем, стоят они у меня здесь, подальше от окна. Единственное, что здесь, слушайте, даже с розетки тянет. Удивительно. Удивительно. Сейчас немножко подвину. Смотрела видео про температурный режим для катасетума, для морковок. В принципе, ночная температура должна быть по-разному, пишут. Кто-то даже допускает 12 градусов, кто-то 10. Разные мнения, но у меня нет выхода, потому что нам придется здесь зимовать. Так, мой линдли. Немножко воды внизу, но тоже не поливается. Но пока вот первую волну морозов пережил здесь, я его раньше убрала. Чувствует себя визуально неплохо. Так, это мой Oncidium Cherry Baby. Все никак он у меня не начнет нормально расти. И вот здесь парочку бульбовых. Ну, вроде ничего так. Слушайте, не то, что вроде ничего так, а у нас-то в этой холодине цветонос. Обалдеть! Просто обалдеть. Чтобы вы понимали, я в шоке. Я в шоке. Я в шоке, я в шоке. Вот тебе, на тебе. Отреагировал, да?
Мы даже не ждали от вас цветения, но вы нас решили порадовать. Хорошо, хорошо. Это красавица, которая... Это какая-то в виде паучка такого. Так я и не подписала. Вроде ж брассия. Какая-то из брассий. Какая-то из брассий. Слушайте, ребята. Это что-то. А ну давайте посмотрим вот это, что Людмила мне дарила. Мы менялись. Тут нету цветоносов на Людином. Он тоже красиво. Этот куст должен цвести. Нету? А ну, пожалуйста, пожалуйста. Что, не отреагировал на такие пониженные температуры? Не захотел? Не, вроде нет цветоносов. Короче, что там с водичкой? Водички уже нет, но очень тяжелый горшочек. В общем, короче, это мои орхидеи, которые вот прям в холодных условиях находятся. Но не только они, не только они. Так, тебя мы заприметили, обрадовались, возвращаем на место. Так, клинтли поближе к окну, чтобы солнышко, когда есть, чтобы оно попадало. Так, ну вот здесь даже, видите, на окне стояли, даже вот такая вот началась беда. Ну, я думаю, поскидывают листья, и все это уйдет в виде чешуек, снимется. Я тут уже поснимала. Видите, чешуйки. Вот так вот. Вот чешуйка с этой фигней. Она вот так снимается, как чешуя с лука. Надеюсь, что весной воспрянут и начнут растить новые морковочки. Так, кто у меня здесь еще? У меня здесь вот Нобели зимует. Красавчик. Девочки, напишите, кто у вас зимует. Нобели. Так, этот мой красавец хочет пить. Надо его попоить. Такой любитель попить, что ужас. Я в прохладе стараюсь его сильно не поливать. Это мой мадагаскарский жасмин. А он и привял. Надо его сейчас теплой водой полить. Ну, не сейчас, а утром завтра. Он воспрянет. Короче говоря, мой Нобели, немножко я березку отодвинула сюда, в середину комнаты. Он пару листиков сбросил, но он листопадный. А здесь собрался цвести. Видите? Вот такое вот творится. Тут даже было градусов 5, я вам так скажу по секрету. Отцвел мой красавчик монарх джунглей. Надо будет его продушевать. Цветоносы срезаны, все. До весны он в состоянии покоя. Вот так вот. Горшок тоже тяжелый. Я вижу, там водичка, значит, он у меня все же недавно поливался. Так, оставила здесь орхидею, говорю. Лата Искандар. Тоже здесь нормально. Все хорошо. Прохладе. В общем-то, вот так вот. Кто у вас в таких условиях зимует? Не знаю, что у нас будет дальше. Зима еще длинная, еще январь, еще февраль, март у нас холодный. Что у нас будет с отоплением? Ну, пока вот так мы здесь. Ну, вот сейчас открыла дверь. Я обычно открываю на проветривание балконную дверь, чтобы тепло шло от батареи сюда. Так бы здесь вообще был бы 0. И вот с открытой дверью тут вот бывает и 14. Я здесь ставлю градусник. И для того, чтобы... Слышите, у нас какой штормец? Штормец у нас. Девочки, привет. Штормец у нас. Обещали шторм. И вот так оно и есть. Я прям наблюдаю за этими 2 морковками. И я понимаю, что я их заморозила. Ну ничего, напишите, кто вот с морковками имеет дело. Были у вас такие случаи? Это я виновата. Если бы я раньше их убрала с окна, такого бы не случилось. Но я надеюсь, что они все выживут и все будет хорошо. Но вот эти сейчас тоже подпадают, думаю, перышки
со временем вот уже нижние желтеют. Ну ничего, ничего. Поспим до весны. Все это дело перетерпим, переживем, а дальше будет видно. Вот так закрою крышку на розетке, чтобы не дуло им. Короче, вот так, друзья мои. Самые стойкие собрались здесь. В общем, вот такой мой короткий репортаж с зимней северной лоджии. В общем, рискнула я их здесь оставить. Какой у нас был на днях мороз, самый низкий градус ночью? Наверное, что-то до -8. Да, думаю так. И вроде так вот здесь они неплохо, вдали от окошка. Днем, конечно, тоже открываю балконную дверь, и им здесь попадает и солнце с окна, и тепла от радиаторов. Раньше я подтапливала каминчиком еще, но сейчас нестабильная ситуация по свету, то включают, то выключают, камин здесь не включаю. Короче, ну и жду вот этого цветения нобеля зимнего. И теперь буду ждать, заглядывать, бегать цветения вот этого красавца. Прям так интересно. На стрессе выдал цветоносик. Это, кстати, моя новая бульбочка, которая у меня выросла в этом сезоне. Все, всех обнимаю, всем мирной ночи. Пока-пока. Девочки, доброе утро. У нас ночью был такой сильный ветер, прям порывистый. Видите, какие прям облака, тучи. Около нуля. И ветер очень сильный, прям такой шквальный. И что вы думаете? Я среди ночи проснулась. И давай все свои эти орхидеи, которые я вам показывала, эвакуировать. Вот так вот они у меня в коробках. Я их в коробке составила и в теплую комнату. Сейчас вынесла опять, открыла дверь. Им же нужен свет. И здесь вот с открытой дверью показывает уже 15 градусов. Представляете? Ветер немного успокоился. В общем, я плохо спала, потому что я думала, куда их занести, как их разместить. Все-таки лоджия моя промерзает. И сейчас вот я смотрю нобели, переживаю, что от резкого вот этого температурного изменения после прохлады в тепло, в теплую комнату, чтобы бутоны не посыпались. Но вроде все нормально. И сейчас своего мадагаскарского красавца продушевала, стоит, обсыхает. Сейчас вам его покажу. Короче говоря, девчонки, мальчишки, было чем заняться ночью. Вот, все, вернулся у него тургор. Все-таки он не от того, что ему было холодно, так листики у него стали вялые, от того, что я его не полила вовремя. Я его поливала давненько. И так как стало прохладно, я его не стала поливать. Боже, разросся, девочки, ужас. Но как вкусно он пахнет при цветении, какой он молодец вообще. Я уже не знаю, куда его наматывать. Пыталась несколько раз укоренить, ну, не каждый раз получается, сложен он в укоренении. Ну, все возможно. Пару черенков укоренила. Сейчас потащу его на место, пусть стоит там уже и обсыхает. Вечером, наверное, я посмотрю прогноз погоды и на ночь опять буду всех эвакуировать. Жорка мне помогает. Да, Жорик? Ночью смотрел, думаю, что там мама таскает эти кусты свои с одной комнаты в другую. Сейчас мы немножко попозже потеплеет на улице, хотя бы, чтобы градуса 2-3 было. Оденемся, выйдем погулять. Вчера гуляли, вот после морозов 2 дня гуляли. Вчера пришел... Такой грязный, такой грязный. Скажи всем привет, девчонкам и мальчишкам. Да, красавчик, маме? Красавчик, надо умыться. Смотри, мама сейчас возьмет спонжик, тебя поумывает. Красавчик, такой забавный. Лапки вот так раскладывает, смотрите. Распластался на любимом коврике. У него здесь любимое местечко. Я когда чем-то занимаюсь, он вот так ложится и наблюдает за мной, что я там делаю. Сюда притаскивает свои какие-то игрушки и занимается погрызушками. Вчера, девочки, знаете, что утворил? Мои наушники от айфона я зевнула, оставила в зоне доступности свои наушники от айфона, проводные. В общем, один наушник он сгрыз. И злиться на него не могу. И наушников
лишилась частично. И вот так вот демонтаж происходит квартиры постепенно. Когда ты уже вырастешь и будешь умненький, да, ругаться на тебя не хотим, все тебе позволяем. Вот так вот, видите? Вот так, вот так. Вот что там? Вот объясни нам всем, что там такого. А там разбух вот это, видите, плинтус. Ну это же куда это годится? Не плинтус этот, наличник. Ну вот куда? Как это можно оставить без внимания? Вот как это? Конечно, надо это ремонтировать. В обязательном порядке. Любим его, конечно. Ну, пресекаем разные шалости. Вот сейчас он немножко похребется и успокоится. Видите, что делает? Вот так, вот так, вот так. Вот. Жорочка. Пошли возьмем игрушечку, поиграем. Зачем тебе этот наличник? Все, девочки, обнимаю всех крепко, и мальчики тоже. Всем пока-пока. Жорка шлет вам всем привет. Зубами не надо. Зубами не надо. Надо, кстати, эти девочки вырывать зубы нижние. Там молочные никак не выпадут. Видите, вот по 2. Капец. И выросли новые, и те не упали. Вот такая вот беда у этих пород.